Это мышцы или сам позвоночник? И люди уходят в какие-то трансовые состояния, и оттуда часто их уже родственники приводят сюда. Остеопатия, кинезиология, мануальная терапия. Все пройдет когда-нибудь. Я тебе помогу, ходи ко мне 10, 15, 20 раз. Я в это не играю. Порекомендовали восстанавливаться после ковид. И когда мама закрывала своей ладошкой себе пупок, то у ребенка выравнивалось тело. Проблему избыточного веса. Фактически мозги не работают с корой, то есть у них нет связи изнутри наружу. Жестко вправляют. Эти люди нездоровы психически, ни те, ни другие. Модное тейпирование. Причину нужно убирать, чтобы это не появлялось. Счастливый человек тот, который будет делать то, что он хочет на этой земле. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, расскажите немного о себе, кто вы и чем вы занимаетесь. Я, наверное, начну сначала. Сначала я инженер-конструктор по образованию, закончил наш политех пензенский. Потом начал увлекаться всякими такими интересными направлениями, как гипноз, видение внутренних органов, всякие вот эти ясновидения. Мне было интересно, чем вот человек отличается от другого, хотя внешне они одинаковые люди в толпе. И уже на 4 курсе стал посещать такие вот направляющие, скажем так, кружки, семинары. И понял, что инженером я работать уже не буду точно. И здесь началось вот это мое интересное такое познание. И потом я, наверное, определился с тем, что буду точно работать с людьми, а не с машинами. И буду работать в направлении массажа. То есть я обучился массажу, оздоровительному или лечебному, как это назвать, в общем-то, кто как понимает. Но смысл такой, что я остановился лет, наверное, на 15 в массаже и спокойненько работал. Потом параллельно мне было интересно, опять же, часть психологическая, и я начал заниматься психологией, поступил, выучился еще, получил 2-е образование высшее по психологии, педагог-психолог, и думал открыть кабинет. Но это был 98 год, и поэтому время было очень тяжелое, кто помнит. Вот. И все это опять зависло до неизвестных времен. Но специальность у меня есть. И определенное время была коммерция, а потом я вспомнил, что у меня в руках есть еще массаж, снова ушел в массаж. То есть вот искал себя. Нашел себя в массаже, и до 2015 года практически я делал массаж. У меня был кабинет, люди приходили. Все было хорошо, и мне был интересный такой момент. Как раз смена направлений дальше, чем заниматься. Потому что я понимал, что это тоже некая рутина. Непонятно почему, как дальше делать. Потому что если работать профессионально, начинает уставать тело, пальцы, руки, ноги, спина. Это естественно. Вот. Но я не видел будущего все равно. Потому что массажем я делал все, что можно делать. То есть различные заболевания, диагнозы. То есть получалось убирать. Грыжи я уже, это обычное дело. Думал, как же дальше-то. И тут попался мне человек, кстати, в Самаре, который мне рассказал о 2 других людях. Это 2 человека. Вячеслав Волковой, он учился как раз кинезиологии в Москве у Григория Михайловича Крутого. И сама Людмила Федоровна Васильева, которая всю кинезиологию в Россию привезла фактически. Я заинтересовался этим направлением кинезиологии, поехал в Москву, отучился. И спустя полгода я уже занимался кинезиологией, у меня полностью поменялся, скажем так, слой клиентов. Все пришли новые, все старые ушли. Я начал заниматься кинезиологией, то есть и до сих пор я и занимаюсь. У меня теперь своя школа, я сам преподаю, продолжаю постоянно учиться вот этой волшебной науке кинезиологии, которая тянет за собой другие знания параллельные. Это и акупунктура, и биохимия, травничество, и глубокий психоанализ, психология, волшебные такие вещи, как биокинетика, биодинамика, тейпирование, я не знаю, гомеопатия. Всем этим приходится заниматься, потому что кинезиология – это системный подход к здоровью. То есть мы не занимаемся тем местом, которое болит у человека, а тем, которое вызывает процессы деградации самой болезни. Но человек об этом не знает и не чувствует. Вот примерно
мой путь, наверное, с 94 года по 2021, вот 17, 27 лет вот такой вот он получился. А где мы сейчас находимся? Мы находимся в плане каком? Ну вообще, вот где мы сейчас записываем интервью? Ну это мой центр, здесь вот я работаю, это мой кабинет, то есть непосредственно я здесь веду прием, и уже на 2 года в кабинете. Да, кстати, я забыл сказать, я еще начал заниматься китайской гимнастикой УСИН, которая сильно тоже перезагрузила меня, и я поменял направление своей деятельности, я открыл оздоровительный центр, то есть у меня есть люди, которые приходят заниматься, у нас есть зал специальный тренировочный, вот, кабинет, раздевалки, все как положено. Раньше я работал, как, наверное, все мастера, вот сидят вот в кабинетике своем 10-метровом, там экономят на аренде. Вот. А я пустился во все тяжкие, вышел во много раз большие метры в центр города. Окна раньше всегда в подвалах, потому что там было дешевле. Ну, это никто не скрывает. А сейчас все поменялось, потому как здесь что-то поменялось именно в осознании. И кинезиология, система УСИН, биодинамика, это все перевернуло. И, соответственно, мне приходится работать с большим количеством проблем. Это интересно. И пока интересно прям вот идти в этом направлении. Что такое кинезотерапия? Кинезотерапия это в формате Бубновского, если говорить, то это упражнение, которое делается под контролем тренера, который там по списку их преподает человеку. И, соответственно, если есть какое-то движение, значит, есть снятие воспалительных процессов и, соответственно, есть облегчение состояния. Но кинезотерапия – это очень узкое понятие, по сути. Кинезиология – это понятие шире, потому что кинезотерапия – это фактически то же самое ЛФК. Ну, можно сказать, просто большего качества, так скажем, потому что большее количество тренажеров задействовано, самих упражнений. Это не палочка с мячиком, это уже больше. Но хочу сказать, что можно и палочкой с мячиком сделать гораздо больше, чем на тренажерах того же самого, там, в тренажерном зале еще где-то. Потому что все тренажеры, они не все оси движения рассчитаны. То есть все тяги, упражнения приседа, все эти смиты, скоты, вот эти вот тренажеры, они все очень бедные по плоскостям, по осям. Не всем удобно выставить руки так, как положено в тренажере, поэтому все делают с ошибками и травмируют себя еще больше. А работа с свободным весом как раз это дает возможность больше развиваться, больше получать здоровье от тренировки. Поэтому кинезотерапия на блоковых тренажерах, где есть троссовые тренажеры, то есть где можно под разным углом вытянуть руку и ногу, дают больше ресурса. Или тренажер с свободным весом, то есть гантель, штанга, мячик, там, бодибар и так далее. Остеопатия, кинезиология, мануальная терапия. Это звенья одной цепочки или все-таки есть какая-то разница? Разница она существенная, потому что кинезиология это прежде всего не лечебная никакая не наука. Это просто аналитическое звено в диагностике. То есть это просто диагностика. То есть кинезиолог, он строит свою диагностику по внешнему виду, по статике, по динамике, по цвету кожи, по, не знаю, разговору, по цвету волос, глаз и так далее. То есть в плане в таком происходит. Остеопатия это уже применение то есть перцептивных техник, то есть касательных, они прикасаются к телу и работают с телом. То есть они что почувствовали, то и делают. Кинезиолог визуально может увидеть больше, чем остеопат при прикосновении, потому что остеопатов, как и массажистов, учат определенным алгоритмам работы. Их не учат общим алгоритмам визуализации, оценки какой-то психосоматической связи. Это у них нет. У них это все, вероятно, есть, но вот по сути получается остеопат сам себе диагност. Вот сколько он может в руках держать своих своего опыта, знаний, опыта чужих людей, он в этот момент может включить и послушать. Но если он не знает общих алгоритмов, а в самой остеопатии их, в общем-то, много направлений, и они совсем разные. То есть, если уж на ней остановились, объясню в 2 словах. Остеопатия есть, которая мануальная, она давит, и остеопатия есть, которая прикасается. А есть остеопатия, которая вообще не трогает человека. Это 3 разных направления остеопатии. Вот та, которая давит, она вышла в мануальную терапию, которая вышла в массаж. И поэтому я начал с самого низа, с массажа, дошел в мануалку, тоже делал. Вышел в биомеханическую остеопатию, но она всегда идет вот типа давай сейчас хрустнем, и это будет хорошо.
все же делают. Поэтому мануальщики вот хорошо в этом останавливаются, они вот всех хруст-хруст в шее там, а потом становится еще хуже, еще больше проблем. Потому что причина не найдена, она и никто ее искать не собирается. А кинезиолог как раз наоборот занимается поиском причины, а потом уже имея какие-то ресурсы у себя, допустим, он выучил технологию остеопатии, может делать остеопатию, но на основе психоанализа данной личности. А не то, что ему вдруг захотелось, или тем более сказал клиент, давай мне там шею щелкнем, мне будет легче, я знаю. Он говорит, хорошо, давай щелкнем. Не всегда клиент прав. Точнее, он всегда не прав, потому что он идет от жалобы. А жалоба – это последняя точка, где сорвало уже все компенсации в организме. Но нужно искать причину. Жалобу-то мы можем замазать там клеем, пластилином, но потом опять это все развалится. И может быть в другом месте. Или в этом еще хуже. Это бесконечный процесс будет. Лечение по запросу. И поэтому хочу сказать, что вот, как я думаю, кинезиолог должен работать по своему алгоритму от визуальной диагностики, как я уже говорил, а не то, как преподносит человек свое собственное тело. Говорит, вот у меня болит голова, давай полечи сейчас голову, пожалуйста. Там. Кинезиолог начинает говорить, нет, давай это вот там правый палец стопы там разберем, посмотрим, да что же за ерунда, когда я с головой пришел, да что ж ты за специалист. Вот это вот недопонимание, когда возникает, ради бога, идите к тому, кто будет вам щелкать голову. Это пройденный этап. То есть никогда не нужно вестись на эти запросы. Прислушиваться можно, но надо идти от общих алгоритмов. Так вот, как раз основные алгоритмы в кинезиологии выстраиваются от Гудхарда, который в Америке все это дело организовал в 1964 году. И моя школа, вот она базируется на знаниях Крутого Григория Михайловича, который в Москве всю кинезиологию американскую практически переписал. Он ее все упростил, добавил много других вариаций. И я сам учился американских кинезиологов и задавал им провокационные вопросы Дэвиду Лифу. Вот, и он не смог мне ответить на них. Я понимал, что его знания ограничены. И поэтому мои поездки в Москву прекратились на его семинары. Мне было грустно, конечно, но с другой стороны радостно, что я нашел наконец ту реку знаний, куда нужно идти, по которой плыть надо. Это Крутов. Сказать так, что он идеал, я не могу, но могу сказать, что то есть не нужно никого идеализировать, но в нем много есть нестандартных решений вот в его сознании, в его мозге, да, вот, которые нужно прислушиваться, смотреть, а насколько способен учиться. Поэтому, работая с ним, я начал работать с другими преподавателями, тоже смотреть, какие дополнительно можно использовать как раз в кинезиологии направления. Это как раз часть остеопатии, биокинетики, биодинамика. Школа Шишмакова, которую как раз я полностью прошел, и сейчас являюсь одним из 3 филиалов по России, которые преподают его знания. То есть один филиал в Минске, 2 в Киеве, 3 в Пензе. А можно выстроить цепочку, чтобы зрителям было более понятно, как это происходит? Приходит человек с какой-нибудь проблемой. Возьмите любую для примера, как угодно. Предложите сами. Ну, например, болит спина, перекосила его, к примеру. Да? Спина – это частая проблема, я уверен. Да, и вот приходит человек. Как вы с ним работаете? Какая последовательность вот, применения всех этих знаний? И вот как вы именно работаете? Ну, прежде всего, я смотрю, как он заходит. Как он заходит, его движение, ограничение движений, свободы движений, как он разувается, раздевается, какая у него эмоция на лице. То есть с разными лицами ходит. У кого спина болит, они могут быть с перекошенным лицом или с улыбкой, там бодрятся, там ничего, все нормально. Вот, сами заходят, так вот боком перед. И здесь получается, вот пока он не зашел сюда, я о нем уже, знаю, наверное, 3/4 информации. Потом он садится, я слышу, как он дышит. То есть он может кряхтеть, он может дышать полной грудью, он может не дышать, то есть там держаться за стену, за что-то, за кого-то. Вот. Потом я смотрю, как он делает сам визуально вот этот вот присед на стульчик, как он на него садится, как он это делает. То есть максимальная визуальная диагностика показывает, я вижу, какие мышцы у него не работают, какие у него опорные площадки, то есть стопа, рука, нога, поясница не работают, как он сел. То есть он может сесть, откинуться вот так, он может сесть вот на один бок. Это тоже мне о многом говорит. А потом я просто задаю вопросы, мы беседуем минут, может быть, 30-40. Минут 5-10 сама работа длится. Мне нужно выяснить сначала, когда первый раз у него заболела спина, при каких обстоятельствах.
И все выходит примерно в два направления. Первое направление, если у него была до этого когда-то любая операция, любая. Удалили какой-то жировик, аппендикс, там, у кого-то матку, у кого-то еще что-то. Значит, на теле остается шрам. Шрам это всегда для меня как красная тряпка для быка. То есть любой шрам, любой кинезиолог, благодаря, опять же, Крутову, потому что это он ввел в понятие в кинезиологию, никто до этого не вводил так ярко, сильно стягивает на себя ткани. Но это всем было понятно, никто это не использовал. Вот он ввел это. Так вот, нужно сначала отработать шрам. То есть, отрабатывая шрам, вот эти вот все стягивающие, ну, допустим, аппендикс, человек будет наклоняться вправо-вниз. То есть, у него будет, соответственно, смещаться реберная дуга, печень, отказываться правая нога, болеть правая коленка, правое плечо и вообще вся правая половина тела. Человек будет гневливым, сильно раздражительным, такой, и его будет бесить окружающий мир. Почему так? Да потому что печень сдавливается за счет вот этого вечного наклона. Он практически не заметен. Не то, что у кого аппендикс люди кривые, нет. Но если поставить пальцы на реберные дуги, там будет это видно. Ну и так далее. Делается иглотерапия. То есть мы отрабатываем шрам, делаем обкалывание шрама, и человек уходит на 10 суток, он гуляет. Почему? Потому что в теле все меняется циклично. Мы не можем сделать сразу все, и до свидания, ты здоров. 3 дня меняется структура тела, будет меняться мышцы, кости, связки, суставы, фасции. На 7-й день поменяется вся слизистая оболочка, на 10-й все жидкости в организме. И тогда будет понятно уже, что там не поменялось нормально. Через 10 дней мы встречаемся вновь, смотрим, что у нас осталось. Как правило, минимум сразу, половина боли уходит сразу. Остается какая-то та часть, которая не ушла. Потом мы исследуем механизмы вот их возникновения. И часто бывает, что это как раз какие-то родовые процессы. То есть мама была больна, когда была беременна, не знаю, там насморк или что-то нервное, и ребенок рождается уже больным. У него есть определенная последовательность включения двигательных рефлексов у любого человека. Я их проверяю. И если они у него не работают, неврологические, там 30 рефлексов в любой книжке описано. Или даже 4. Там. Получаем мы диагностику по рефлексам, я ему даю как раз кинезитерапию упражнений человеку. Он еще их делает 7 дней. Ни меньше, ни больше. Через 7 дней он может мне написать или позвонить, или сказать, у меня все прекрасно, там все прошло вообще все. То есть я, собственно, до этой вот спины даже не дотрагивался ни разу. Потому что она, хочу сказать, позвоночник это всегда зона компенсации. Не надо никогда его править. У позвоночника всегда есть причина быть таким. То есть он между небом и землей, между головой и ногами, вот он изгибается, пытается скомпенсировать все какие-то процессы в теле. И поэтому он страдает последним. И, вот сейчас МРТ, идите грыжу сделайте, вот все, видите, пошли ее вырезать. Ну, вырезали грыжу, а еще теперь у тебя шрам есть. Теперь у тебя есть какая-то операция внутри, ткани порезали, связки порезали, там мышцы порезали. Тебя перестало работать. У меня просто была девушка, которая в 30 лет, у нее проблемы с грыжей. Ну, как у всех, поясница болит. И, естественно, нашли грыжу, удалили ее. У нее начался запор. То есть она была у меня на приеме, она в другом городе живет. Муж военнослужащий, вот они вот мотаются здесь родители. 2 года она без травки, без таблеток, она в туалет не может сходить нормально. Любое вмешательство не проходит даром. То есть ей сделали микрооперацию, очень хороший маленький шов, удалили грыжку вот, на пояснице. И у нее перестал работать толстый кишечник. То есть до этого все было прекрасно. И мы иглотерапию за 5-6 сеансов и выставил все. Она вот уже 2 года она мне там отписывалась, как у нее там дела, все отлично. Она сразу слезла с таблеток, она сразу нормально начала ходить. И вот меняется процесс управления. То есть некоторые вот именно инвазивные операции в теле дают выключение других соответствующих каких-то в этом регионе процессов. Допустим, пищеварение может остановиться после разрезания определенной мышцы на пояснице. Но там же позвонки затрагиваются. Поэтому, вернувшись к диагностике, первично это шрамы. Если вдруг человек пришел, у него все целое, ничего не ломал никогда, не растягивал, не ударялся. У него есть, я задаю вопрос, когда болит? Он говорит, всегда. Я говорю, отлично, ночью болит?
Нет, ночью я сплю, как же он может болеть? Я говорю, отлично, значит болит тогда, когда у тебя глаза открыты. Значит, когда он себя осознает, что я есть я, у него начинает болеть. То есть тогда у него психосоматическая проблема в чистом виде. Ночью он спит, он же должен набраться энергии. Значит, он себя в этом мире не видит, он не принимает. Нужно искать, разговаривать, почему у него так. Если это удается, потому что, не все готовы как бы вот так вот раскрываться, все вот такие Все вот. ищут волшебную таблетку. Да, им нужно, чтобы дали мне, вот меня не трогали, у меня все прошло. Вот. Есть волшебная таблетка, это инструмент биодинамика. То есть, когда мы глубоко вообще, даже вообще человека не расспрашиваем вообще, то есть, не может он разговаривать, не может. Приходят люди в очень сильно глубоком депрессивном состоянии. Все. То есть, работа идет биодинамическая. То есть, он ложится, я сажусь, делаю с манипуляцией, не касаясь его тела, он встает вообще другой. У него перезагружаются энергетические поля. В двух словах я скажу, у человека есть физическое тело, есть далее эфирное тело, астральное, ментальное, супраментальные тела. Вот эти все тела, они работают сообща. Но бывает так, что поражение вот этих тел высших дает проблему в низших, то есть в механическом, физическом теле. Поэтому человек приходит, когда у него нога отказывает. А на самом деле у него там давно уже, вот не до смешного будет сказано, дыры в астральном теле. Вот поймите. Когда я об этом слышал лет 20 назад, я думал, что, ненормальные, что ли, о чем они говорят. Но когда я с большим скепсисом пошел на обучение, все это прошел, и несколько лет потихонечку впитывал, принимал эту систему мира и этих тел, оно потихонечку мне открывалось. И в итоге, когда я осознал, что это действительно работает, оно сразу стало получаться. То есть примерно такая вот схема. А как вы считаете, почему большинство людей, можно сказать, намеренно путают симптом и причину, и вообще не ищут причину второй? Потому что им выгодно болеть, они это прекрасно понимают. Когда человек больной, это в психологии состояние жертвы. Жертве носят апельсинчики, за него делают всю работу, за него платят деньги, то есть его обхаживают. Это вариант удобный очень. И поэтому все те, кто прикидывается больным, нужно разобраться, есть ли у него выгода. Даже когда он говорит, нет, какая выгода, я могу ходить, это делать. Нужно обязательно поговорить. То есть, в любом случае, кинезиолог, я считаю, должен использовать инструмент разговор. То есть, 99%, да даже, можно сказать, все 100% это психосоматика. На самом деле, поражение физического тела. Почему? Потому что сначала, если откатиться в беременность мамины, мы, когда там 2 капли жидкости слились, и начинается там какая-то химическая реакция. Потом созревание этого плода происходит под влиянием матери. И в каком она настроении, такой ты и получишься. Она боит всего, ты будешь трусоват. Она гневлива, ты будешь всех готов убить. Почему, не знаю. То есть ты идешь нормально, у тебя вечный гнев какой-то, непринятие. И ты с этим ничего не можешь сделать. И потом у человека возникает какая-то проблема, и нужно ее откопать. Каким была его беременность. Есть состояния, в которых можно это легко. Это опять же биодинамика делает. То есть на уровне практики можно спокойненько посмотреть, какое у него было состояние тогда, и найти проблемы, которые у него зарождались уже тогда. Просто если брать физиологию, то пока человек созревает у мамы, у него формируются так называемые перевозбужденные рецепторные поля. То есть поля в нервных тканях на системе, скажем так, страха или на системе ярости. То есть при малейшем внешнем возбуждении у взрослого человека эти поля активизируются, как будто встают какие-то солдаты и начинают там прям яростно или убегать, трусить, или прямо всех бить. Человек сам не осознает, как это у него получается, но он такой в гневе, допустим. Поэтому здесь нужно с человеком именно по возможности беседовать. Если человек не знает, не помнит о родителях, бывает, что приемные родители, и он ничего не знает. У него всегда есть какая-то память. В любом случае у человека есть память. Ее можно просто взять и ее и посмотреть, что он там помнит. Для этого есть, опять же, биокинетик, инструмент, который может залезть в мозги буквально, то есть в любую клетку человека и исследовать ее на предмет дисфункции. То есть память у нас хранится в мозге, в частности гиппокампе и миндалевидных телах. И, соответственно, эмоциональная значимость какого-то события можно легко проверить. То есть просить человека подумать о чем-то,
и исследовать его череп, найти, что да, там все встало. Как говорится, дыхание, больше мозга нет. Значит, вот это значимые события для этого человека. Не нужно объяснять ему на уровне, понимаешь, да это ерунда, это в прошлом. Да он сам все это понимает, но он ничего сделать не может. И мы отправляемся в его закрома мозга, и там производим некую реструкцию такую, которую он позволяет сам сделать. То есть, хочу сказать, что вот биодинамика – это инструмент никогда, даже когда остеопат заходит в голову, начинает что-то там крутить. Нет, биодинамика – это такой, примерно так выглядит. Тук-тук-тук, можно к вам войти? Я только спросить. А вот я сейчас хочу спросить, вам, вот, может быть, вот это поправить? Или вы там сами? Тело отвечает, я сам поправлю, ты только посмотри, как я правильно сделаю. И специалист, оператор, он как бы отходит, на стульчик садится и наблюдает, что там у тела начинает превращаться. И он контролирует, да, процесс прошел удачно. Сам человек физически чувствует себя лучше намного, он как бы сбрасывает с себя вот эту шелуху, буквально как скорлупа, как струпья отваливается, то есть человек становится чистый, светлый и абсолютно здоровый физически. То есть, если ему сейчас сделают мгновенно все показатели физически снимать, у него будет супер давление, там оксигенация, все, что хотите. Вот такая вот схема биодинамическая. Я понимаю, что вы в своей работе используете много инструментов, но все-таки хотел акцентировать, так как я готовился к интервью по кинезиологии. Вот. С помощью кинезиологии можно ли решить все проблемы, со всеми заболеваниями справиться или с какими-то просто невозможно? Ну, я считаю, можно все полечить, вот, но не у всех, потому что не каждый, как мы говорили, хочет полечиться. Ему выгодно быть больным. Вторичная выгода. Вторичная выгода. Поэтому человеку нужно вывести его на вот это поле, скажем так, откровения и выяснить ему вообще как. Вот болеть хочется, если хочется болеть, и он понимает, что я должен болеть еще несколько лет, пока у меня там живы вот эти вот люди. Я там должен быть, там, или там, пока я работаю здесь, пока я замужем, там, женат на ней или там на нем. И вот это вот состояние, вот он будет всегда продлевать. И поэтому ему нужно это объяснить. Даже бывает достаточно, когда человеку просто со стороны какой-то чужой дядька или тетка скажет, понимаешь, тебе просто выгодно, потому что вот и вот. Ну, говорит, да, действительно, что же я дурак-то болею? Он раз и выздоровел, потому что ему невыгодно, по сути, ощущать физический дискомфорт. Но человек, который хочет убрать проблему свою, то кинезиолог обязательно ему поможет. Но только он должен дойти до именно той начальной причины проблем. Если он берет верхушку какую-то айсберга, там, то, что показывает человек, быстренько раз там мышцу включил, как кинезиолог помассировал, там, 2 точки нажал, раз там человек перестал хромать, супер. Да нифига это не супер. Это просто клоунада кинезиологическая. Мы это знаем, в каждом ролике это все есть. Причину нужно убирать, чтобы это не появлялось. То есть после такой работы кинезиолог нормальный обязан проверить его, провоцировать его фразами, воспоминаниями, какими-то физическими нагрузками, то есть всеми химическими провокациями, провокациями запаха, не знаю, ходьбы, всем подряд. И он не должен развалиться, только тогда все нормально. А на кушетке лежа это любой будет здоров. И поэтому ваш вопрос могу сказать, кто хочет полечиться, его любой может вылечить. Бабка, цыганка, сам себя, кошечка погладил, помурчал, его на песенку спела, все. Кто не хочет, его никто никогда не вылечит. Потому что он сам идет, не хочет. У него есть причина болеть. И он готов умереть, потому что ему выгодно умереть. Там табличку на стену, на дверь повесить, там не знаю. То есть ему важно вот это вот видеть. Или, допустим, он уже решил умереть, потому что в этой жизни все уже сделал. Ну, что вы сделаете? Ничего вы не сделаете. Нужно сказать, ну да, ну что ж, ну давай. Ты покажи, где тебя закопать, мы сейчас сразу подготовим все. То есть мы опередить ему вот эти вот события, которые он хочет. И если он готов, он... Нет, чего мы так рано-то? Ну ты же сам уже готов. То есть им нужно предвосхитить, показать, насколько это все наивно. То есть где-то этот человек срисовал вот эту модель, она не его. Любой человек хочет жить. И он всегда хочет жить долго, счастливо, видеть своих правнуков, детей там здоровыми, счастливыми, устроенными. Он не хочет умереть. Это все глупости. И вот здесь нужно как раз найти причину, почему человек уходит в эту грусть. Нужно с ним разговаривать. Поэтому основная часть приема – это разговор. А если взять такой пример, возможно, в вашей практике они случаются. Приходит человек, ну, грубо говоря, молчит, не раскрывается. Вы физически ему помогаете все-таки, ему становится легче.
Но через время его заболевание возвращается, и он опять приходит. Может быть, есть какой-то процент, или вы ведете статистику вот таких случаев, когда возвращается заболевание, и все равно приходится объяснять, что причина не в этом, и объяснять и объяснять. Оно может возвращаться, как я уже говорю, если мы не докопались до... Вообще человек пришел зачем? Он начинает спрашивать, а зачем ты пришел? Ты что от меня хочешь? Что я должен сделать, по-твоему? Вот, а что ты можешь? Нет, скажи, что ты хочешь. А я скажу, смогу ли я. И он порой не может назвать, что он хочет. То есть, вот если это кинезиолог не спросил, а начал сразу свои манипуляции делать, эти все, что он там, все алгоритмы, его там протоколы, то он просто делает то, что человек не просил. Это на нем не осядет. И поэтому будет отход, отскок, откат. А что такое я хочу? У человека нет его, в принципе, личностного внутреннего состояния. То есть я хочу быть здоровым. И поэтому нужно вот именно искать причину, почему он не может быть. И основная причина может быть в том, что у него реально не работает просто диафрагма грудобрюшная. Или у него есть травма, опять же, родовая. То есть, опять же, нужно работать с черепом. И желание ментальное в человеке возникнет, когда у него физика будет нормальной, то есть структура. Поэтому в кинезиологии главное как раз визуальная диагностика. То есть, если ты видишь неправильную структуру, то она рано или поздно тело сломает. Ее нужно чинить, а потом с ним разговаривать. Смотрите, когда, допустим, вот человеку зажать палец дверью, да, и пытаться с ним говорить о чем-то, о балете, о высших материях, ему больно, он вас слушать не будет. Поэтому откройте эту дверь, отожмите этот палец, а потом, когда отек сойдет, пальчик будет работать, с ним можно разговаривать. А вы сразу давайте сделаем мышечное мануальное тестирование. Чего тестировать? Человек не хочет ничего. Поэтому нужно дойти до уровня хочешь, не хочешь. Есть такие же тесты, просто кинезиологические. На 2 руки можно тестировать, смотреть, что человек хочет. Он хочет, нет, да, или там, ну, примитивно, если там это и так идти. А так, поэтому можно любую болезнь полечить. И откат возникает лишь тогда, когда кинезиолог не докопался до самого простого. Он не спросил, а что хочет человек от него самого на приеме. А начал демонстрировать все, что он умеет. Ну. С какими проблемами сейчас вот чаще всего к вам приходят люди? Ну, прежде всего, это неустроенность жизни, то есть психоэмоционального характера. То есть у меня есть все, но мне ничего не радует. Ну, вы знаете, представьте себе вот такую ситуацию. У вас есть все, что вы можете вот только пожелать на этой планете. Ну, не знаю, материальное все есть, а любви нет. Все. И все это материально, ну, сразу меркнет. И тогда, ну, начинаются какие-то суицидальные вопросы, вопросы там какие-то там покурить, попить, потыкать там. И люди уходят в какие-то трансовые состояния, и оттуда часто их уже родственники приводят сюда. У меня, кстати, был один такой человек, очень интересный, молодой человек. Он пришел, и у него что-то спина, как обычно, болит. Ну, разговорились, система такая у него. Он уже был почти, как он сказал, он уже гепатит С поймал, почти спит у него, или там был, нет, непонятно. Вот. И у него там просто остаточно какие-то явления в спине. Начали когда общаться, выяснили, что его всю жизнь папа военный, мама учитель, они его дрючили так, что он всегда был под контролем, и назло им, он рос, там папа полковничьей должности, все. И назло им стал делать все, чтобы им насолить. Он пошел в такие грязные компании, начал все это курить, пить, там, размножаться, и все это пошло до того, что он просто опустился на дно, он уже все, и поменял практически ориентацию, то есть он все бы сделал, уехал в другой город, перевернул себя. И в какой-то момент, когда он умирал, он вспомнил, что он еще человек, он хочет жить. И он очистился, помылся, женился, переехал в другой город, опять же, не домой, не в свой родной, в Пензу, допустим. И опять пришел ко мне, говорит, опять мне плохо. Я говорю, тебе плохо, ты постоянно бегаешь сам от себя. То есть ты вот играешь, да вроде бы я с родителями же там все вот, уговорил себя там общаться. Ну а зачем? Зачем? Он так и не понял зачем. И когда мы с ним разобрали проблему, чего же он хочет, он понял, у него спина прошла буквально за вот эти вот там 30, 40, 50 минут приема. Он встал, понял, все, он больше ко мне не приходил. Он с благодарностью пожал руку, он просто, он полечился. Он понял, что ему незачем бегать. У него и сын уже растет, у него уже все есть. И материально он все. Он может деньги зарабатывать, то есть у него все есть. Он
понимаете, вот родители из него делали идеального какого-то пластмассового ребенка, которого сам не знали, как он должен выглядеть. И он такой и вырос. Он неубиваемый получился. Но слава богу, что он сам себя нашел и зачем он начал жить. И вот основные такие причины. А так-то, конечно, это болит нога, рука, или после перелома давно уже никак прошел год, никак я не могу включить руку. Это обычные вопросы для мышц, связок, костей. Вы помогаете в случае обездвиживания каких-то частей тела? Но это в случае каких травм имеете в виду? Травм или более серьезных, когда человек довольно долгое время не может шевелить определенными частями тела. Да, у меня интересный человек сейчас ездит ко мне. Дедушка, ему лет 80, он упал на стройке, повредил ногу, а потом ему сделали какую-то там операцию. Нашли грыжу на позвоночнике, разрезали ему, у него отключилась голова. Сейчас у него не работают ни руки, ни ноги, и речь теряется. То есть его на колясочке его привозили. Был интересный момент, то есть он когда привез, он не мог руку не поднять, там, ничего вот это объяснить там как-то руками. А когда уезжал, он вот две руки вот так вот сидел, вот уже работал. То есть еще раз говорю, что я его вот, только голову трогал. Ему ставят диагноз боковой амиотрофический склероз, БАС. То есть это от разрушения миелиновой оболочки, то есть тело превращается просто вот в овощ полностью. Он себя чувствует, он все понимает, но он потихонечку отключается. Я начал исследовать. Причин падения нет. Причина была другая. У него до этого момента падения, это структурная травма, хочу сразу сказать, потом операция, вторая травма. У него было ужасное событие. Была ночь, он почувствовал запах гари, у них дом на двух хозяев. И он понял, что горят соседи. И побежал там помогать им. Вскочил, видел, жена лежит там, спит там все. Он ее растолкал, вставай, иди, выходи. И сам побежал туда их там. И пока он там бегал, прибегает, собственно, в свою часть дома, на него обрушивается перекрытие, и он весь с ожогами падает, теряет сознание. В итоге он не спас свою жену, она у него сгорела. В собственном доме. То есть он ее не спас, он спас этих соседей. И это, естественно, я считаю, сильно подкосило его. Чувство вины. Чувство вины. И, тогда он все, в больничке отлежал, все. Но оно не может уйти просто так. И поэтому я считаю, что он себе говорит, зачем мне жить? Зачем мне это тело, когда это тело тебя не спасло, моя любимая? И вот в таком формате. Но в какой-то момент у него вот именно сейчас облегчение идет. Я не знаю, может быть, завтра будет. Все, что будет он думать мыслительно, будет ему выходить в тело. И поэтому вот такие состояния всегда имеют какое-то объяснение. До этого все было хорошо, он был здоровее всех здоровых. Он таскал эти блоки на стройку, строителем был. Сильнее и быстрее, чем молодые. А сейчас все. Травмы тоже не приходят просто так в жизнь человека. Ничего, любая травма приходит как подтверждение. Я хочу поболеть, умереть. Пожалуйста, подкоси мне ноги, отруби мне руки. И человек этого лишается. Любая болезнь – это следствие мыслительного процесса человека. Этот человек бросает вызов, болезнь его, давай, поборемся. Абсолютно с вами согласен. Опять же, по запросу. То есть я не хожу на улицу, ни каждому мозги не вправляю. Я вижу много больных людей. Скажем так, я вижу малых здоровых людей. Но слово здоровье даже здесь нужно оценивать определенным образом. То есть здоровье – это некое состояние не смерти, так скажем. Вот самый здоровый человек – это человек умерший. У него ничего не болит, у него ничего не беспокоит, у него все четко. Все процессы остановлены, значит, нигде никаких проблем нет. У здорового же состояние постоянной борьбы с собой. То есть эти иммунные процессы, эти воспалительные процессы, эти зубы, кости, шрамы, все, что хотите, волосы, все. Это вечный процесс недовольства собой. Не тот цвет волос, не такие формы ногтей, не такие мне прямые кривые ноги, не такой рост, не такая ширина плечей, бедер. И в этом человек уже болеет, поэтому процессы вот здесь вот вечные они, выражающиеся психосоматику. Вы работаете с детьми, и как эта работа происходит, в чем она помогает, с какими проблемами помогает справиться? Любая проблема, вплоть до того, что
ходит на носочках. Вот самое распространенное, это называется экстрапирамидная недостаточность. То есть у мозга из центральной части его таламуса, из ствола мозга информация не приходит в кору, двигательную кору. И ребенок в итоге ходит на носочках, не опирается на всю стопу. Это легко проверяется. Берется ребеночек, там 3, 6, 8 месяцев, там, где начинает диагностику делать. Он на носочках. Но если посмотреть совсем уже по улице, много людей ходит, которые ходят в припрыжку. Они идут так, жин, жин, жин. Вот эти вот такие парни, девушки, там это все очень интересно. Походки это вообще мой, обожаю. На улице смотреть, как люди ходят. Они недолеченные, но выжившие. По сути, это сильная такая проблема. Если ее не лечить рано, она может выйти неизвестно во что. Фактически мозги не работают с корой. То есть у них нет связи изнутри наружу. И реакции двигательные нарушена. То есть куда она выйдет, неизвестно. Проблема, допустим, любых парезов врожденных. То есть парез Дюшена Эрба, когда ручка скрученная, допустим, получается. Или состояние дисплазии. То есть тазобедренные суставчики не расходятся в сторону. То есть это, поймите, я массаж детский делал много лет. Я понимал, что я могу любого ребенка за 5 сеансов его разогнуть, разложить все это. Но мне хотелось это делать без этого. То есть именно работая с мозгом мы получаем то же самое быстрее за 1-2 сеанса. Проблемы сна, проблемы аппетита, проблемы срыгивания совсем маленьких, проблемы потери веса, проблемы гиповозбужденности и другие очень серьезные состояния на уровне аутизма. То есть аутизм это состояние, неописываемое конкретного случая заболевания. Это просто состояние, что ты не здесь, не в себе, не с нами. А где ты, непонятно. То есть какой-то там рядом, но не с нами. Как с ними работать? Ну, все понимают, что дети очень активны, их нельзя там ложись, сейчас полежи, там 10-20 минут, это невозможно. Некоторые лежат, некоторые нет. То есть я работаю с фантомом, так это называется. То есть я беру любой предмет этого ребенка. Ну, у него там есть шапочка, игрушка, не знаю. Если ничего у них нет совершенно, не знаю, вот такое бывает, тоже дети приходят, а родители не подготовились, ничего не взяли. Значит, используется модель, по которой можно выстроить анатомическую структуру мозга и ее также просканировать и найти проблему. То есть ребенок здесь бегает по кабинету, там у нас зал побежал, а я с ним здесь сижу, работаю. Сразу скажу, не все меня понимают, некоторые так смотрят, косятся, я говорю, что вы, то есть для вас странно все это, да, странно, ну тогда давайте вы, пока еще время не началось, я вас отпускаю, и бегите, и денег не возьму. То есть вот эти неверующие, я с ними их не убеждаю, что я это буду делать, потому что это не войдет в тело. В любом случае, хочу сразу сказать, что до 5 лет максимально мать программирует ребенка. Вот по сути, до 5 лет можно не работать с детьми, а работать с матерями. Прямо ее приводить, ее с ней работать, и ребенок выздоровеет. Потому что мама, если там у нее проблемы какие-то с мозгами, то у ребенка будет просто отзеркаливание. Тем более, если она его кормит, это прям химический процесс связи. Был интересный момент, когда у ребенка там был сколиоз. Как я понял, у всех сколиоз сейчас есть. Это опять же компенсация чего-то. И главное интересно то, что сколиоз был эмоциональный. То есть на вопрос о маме, о папе, то есть у ребенка возникала какая-то деформация позвоночника. И когда мама закрывала своей ладошкой себе пупок, то у ребенка выравнивалось тело. То есть мы сделали простой эксперимент. Я говорю, ребеночек, вот ложись на кушетку, как ровненько ты думаешь. Он ложится, лежит такой бананом таким. Мама видит это. Я говорю, мама, закрой себе пупок. А ребеночек, ложись, как ты думаешь, ровно. Он ложился ровно, абсолютно. Мы сделали фото, показывали, вот, смотри. Что это такое? Это пуповина энергетическая. То есть она настолько его контролирует, настолько его демпфирует, там, подавляет, что у ребенка приходится как-то выкручиваться. Пуповину обрезали, а связь осталась. Нет. Она своим пупком, она свой пупок прикрывает своей ладошкой, и она как бы отрезает эту пуповину. Вот, она его отпускает. И ребенок говорит, ну я-то должен быть прямой, у меня в мозге есть программа быть прямым. И он выздоравливает. Вот и все. Поэтому, говорю, если такое мы обнаруживаем на первом диагностическом, там, в течение первых 5 минут работы, если там бабушка есть, они идут с ребенком гулять, мы работаем с мамой. Ребенок здоров абсолютно. А вот как раз по поводу возраста. Отзеркаливание до какого возраста ребенка? Есть разные исследования, до 7 лет, кто-то до 10, до 5. До бесконечности. То есть есть родители, которые так программируют своих детей,
и родители взрослые, и дети взрослые, там 50, там 60 лет уже, а пациентам, у которых есть еще живые родители, которые из них высасывают до сих пор. И те вот как зомби ходят, они вот как на убиение к ним идут. То есть родители манипуляторы. В принципе, их задача какая? Если их спросить четко, ты зачем его родила? Ну, чтобы он мне стакан воды подавал. Зачем? Вот поэтому он должен быть рядом со мной, не уезжать в другой город, не жениться на этой там такой раз такой, или не выходить замуж за этого, потому что ты уедешь, а кто меня будет обслуживать? То есть эти дети, то есть будущие мамы, когда они получали от своей мамы информацию, у них пробила в голову информация, что я должна пользоваться этим миром. И все, что я родила, оно мое. А то, что им дано возможность родить, это они не спрашивают, откуда она взялась. Если ты девочка, то должна отдавать. Отдавать. Она родила, и мое. Я видел очень много таких людей, вы просто посмотрите. У нас такая есть Олимпийская аллея в лесу, там люди гуляют, там на роликах, на великах катаются. И там ходят парочки. Идет такой, там 50 скольки-то лет мужчина, такой весь какой-то весь непонятного вида. На нем висит старушка на руке, и вот они вот так вот ходят, гуляют. Понятно, что этого мужчины нет семьи, нет детей, ничего нет. И я наблюдал эту схему, он гуляли, потом раз, он один стал гулять. Видно, бабушка умерла. Он ничего не может больше делать. Он родился, чтобы обслуживать. Ну, что у него дальше будет? Он никакого не произведет потомства. А если его произведет, то не знает, что с ним делать. То есть, вот это программирование человека, который вырастает, но он же понимает, что он программируется. Но он говорит, ну ладно, пускай так, надежнее, когда мама меня ведет, я вот пойду за ее соской там дальше. И вот они всю жизнь этот сосок изо рта не выпускают. И они это делают намеренно. Такие не лечатся. Когда вот им это выгодно как раз болеть. Они от этого болеют, потому что они не могут иметь каких-то радостей. Они себе запрещают, потому что мама говорит, не ходи туда. Там прямо вот иди сюда ко мне. Идем, тебе блинов напеку, борщей наварю. Да, мамочка. Там трусы поглажу. То есть, понимаете, вот, да, мамочка. Мать должна быть другом, она должна наполнить и отпустить. И когда попросит помощи, она должна ее оказать. Не попросит, значит, просто любить. Я так считаю. Я Степан, автор проекта «Время открыть и время любить». Специально для вас я создал бесплатный раздел на сайте Time to Open. Этот раздел я буду наполнять уникальными методиками, практиками от респондентов моих интервью. И не только. На этом сайте я буду собирать огромное количество информации, курсы, марафоны, практики, все, что помогает в жизни. Здоровье, осознанность, деловая реализация, отношения. Эти разделы уже реализованы на сайте. Проходите по ссылочке в описании к этому видео, регистрируйтесь и меняйте свою жизнь к лучшему. А чтобы не пропустить новые интервью, практики и другие полезные видео, обязательно подпишитесь на наши YouTube каналы «Время открыть и время любить», на нашу Instagram страничку, Яндекс.Дзен, TikTok и, конечно же, Telegram-канал. Там еще больше полезной информации. Будьте счастливы и всего вам доброго. Проблема с позвоночником – это мышцы или сам позвоночник? Источник проблемы. Ну, проблема какого характера? Ну, например, просто спина болит и там вылезает грыжа, протрузия и так далее. Это прежде всего проблема внутренних органов. Угу. Они, потому что так или иначе крепятся к позвоночнику за счет связочного аппарата, костных структур. В любом случае это все там. На диафрагме висит у нас, если посмотреть, печень. Она очень большая, занимает 3/4 диафрагмы. На печени висит почка, на правая, допустим, левая почка висит на самой диафрагме, там крепится селезенка, там желудок, и это все висит на связках. На связках желудок крепится к диафрагме, снизу, сверху крепится к диафрагме сердца, и сама диафрагма прикрепляется к позвоночнику. У нее есть ножки, которые так называются ножки диафрагмы. И это как раз зона переходная, грудопоясничный переход. У кого там вот болит, это вот как раз вот там зона. Зона поясничного отдела – это проблемы висцерального характера малого таза, то есть это половые органы, выделительная система. Верхний отдел позвоночника – это шейный отдел, это щитовидка. Если от 7-го шейного до 5-го грудного – это сердце.
То есть все эти структуры, они висят прямо на позвонках. И поэтому любая боль в шее, это боль не в шее, это боль в внутренних органах. Тогда следующим вопросом, а что вдруг они болеют органы? Орган имеет определенный эмоциональный настрой. Допустим, сердце болеет из-за нехватки любви. Элементарно. Что такое любовь, у каждого свое объяснение. Вот по сути вот так. Недополучение любви, невозможность любовь отдать, не принять, не отдать, не ощущать. Запрет на принятие, запрет на отдачу любви. Желудок работает, точнее не работает, когда он не принимает ситуацию. Соответственно, что такое желудок? Это мешок, в который попадает то, что пережуют зубы. Вот человек взял, допустим, проблему, переживал, проглотил, а он ее не принимает. Не может ее переварить. Соответственно, у него начинается отрыжка, рвотный рефлекс. Если этого не происходит, тогда все это непереваренное, искаженное, отравленное попадает в кишечник. И все, что ниже желудка, начинает болеть. А все это висит на позвоночнике. То есть человек постоянно, допустим, ходит на работу, ест эту еду в столовке, ну, не знаю, дома у любимой жены, и получает какое-то непринятие. У него все время проблемы с запором или там поносом, не знаю, что хотите. Как только он приезжает в другую ситуацию, допустим, командировка, там, не знаю, день рождения у кого-то, новая кухня, у него раз все хорошо. Пьет, ест, все подряд, там должно его там полоскать, а у него все отлично. Он не принимает ситуацию, в которой потребляет пищу, и поэтому не работает желудок. И у него будет проблема в диафрагме, межлопаточная зона будет болеть. Желудок может проблему создавать эмоциональную. То есть непринятие с точки зрения психоэмоций. То есть мир опасный, но сейчас всем сказали по телевизору. И ты идешь и не принимаешь никого. Все фашисты, все опасные. И у тебя будет проблема с желудком. Какая? Непереваривание, всякие там физические дискомфорты. То есть ешь еду, она не усваивается. Там, аллергии. Первая аллергия, это как раз идет... Кстати, вот по поводу аллергии, это проблема или 10-й пары черепно-мозговых нервов, которая на уровне затылка у нас выходит, и идет в желудок. То есть это проблема или травмы головы, или травмы как раз желудка с психоэмоционального состояния. Поэтому у всех маленьких детей, у кого срыгивание идет, это аллергическая реакция на поступление молока. Не на молоко, а на то, что в принципе туда еда попала. Поэтому он пьет маму и тут же выплевывает. Пьет и не может проглотить. И бедных детей мучают, что там только не придумают. А там надо просто остеопату с черепом поработать и все. Один сеанс, там 10 минут. То есть он родился с проблемами механическими. Поэтому позвоночник, он за все расплачивается. А можно связать, вот сейчас как раз таки описать проблему избыточного веса. И как вследствие получается, да, избыточный вес, он тоже нагрузку осуществляет на позвоночник. Но первопричина-то другая. Давайте свяжем вот этот процесс. Я думаю, что он будет интересен для всех зрителей. Скажу такую вещь. Есть это эндокринные нарушения прежде всего. То есть есть железы эндокринной активности. Начинается от гипофиза, заканчивается там, яичками или яичниками. То есть здесь получается система цепи вот этих органов, она нарушена. И поэтому у человека возникает вопрос, а что делать с едой, которая есть. Ее мы не можем ни переварить, ни усвоить. Мы ее начинаем как-то долго переваривать, долго усваивать. Соответственно, мы увеличиваемся в объеме. И второй момент психосоматический. То есть, когда человек не может решить проблему, он ее заедает. То есть, а заедая, у него медленный обмен веществ, соответственно, у него уже есть проблемы чисто структурные какие-то. Его начинает раздувать. Вот на стресс есть два варианта развития событий. Человек, первый, три варианта хорошо. Первый не стрессует, он все понимает. Любой стресс ее делит на мелкие ситуации, которые решает постепенно. И стресс для него не существует никогда вообще. То есть, стресс, что там. Вот сейчас я ехал на интервью, чуть опоздал. Авария была, я стою в пробке. Вот один въехал в другого. Стресс. Машину, как раз, может, машину и поменять надо. Это выгоду можно извлечь из этого, любого стресса. А другой стоит такой расстроенный, денег нет, моей страховки нет. Ты сам подвел к тому, что у тебя нет страховки, ты сам едешь на дурачка, думаешь, что проскочит. И вот тебе случай, когда за все сразу и заплатишь. Для него стресс. Сам это хотел. Он все создал сам. Так вот, если идти по системе заедания, человек начинает увеличиваться. Как бы яд проблемы,
который его гложет внутри, он его растворяет в объеме. И он становится большой, толстый, и как бы он не сильно и инфицирован получается. Концентрация уменьшается. И чем он больше становится, вот нам показывают американцев по 200-300 килограмм, то с них проблемы есть, это психосоматические. Вот я не нравлюсь себе, я тогда буду увеличиваться. А может быть, себе понравится. И она распределена в объеме. Да, то есть стресс меньше не стал, просто он растворился. А у людей, у которых, получается, проблем нет никаких, они любую ситуацию не видят стрессом, они ее используют. Допустим, вот сейчас модные онлайн-трансляции и работа в онлайне. Прекрасное время. То есть куча людей, одни потеряли работу, потому что, как же я буду работать, у меня нет офлайна нормального. А другие увидели возможность. А другие просто расширили свой бизнес. Просто. И бесконечно. И сейчас вот это вечное сочетание, такая классная штука. Тут же это все тянет прогресс. Нужно людям покупать нужны хорошие камеры, там, телефоны, там, зумы эти все подключать. Ну, это здорово же. То есть это же прогресс, по сути. То есть как бы стресс, но прогресс. И поэтому это просто некий шаг вперед. Ну, всем известно, любая война, она тянет за собой науку. И поэтому оружие, которое модернизируется постоянно, оно должно испытываться на войне. Поэтому войны не будут прекращаться. Они все время будут, чтобы оружие все время модернизировалось. Поэтому и болезнь всегда будет, чтобы человек все время мутировал в хорошем смысле, развивался. В духовном, потому что когда он доходит до духовного развития, вот эти вся шушеры, вот эти вот болячки, они просто перестают быть вообще в принципе в его поле зрения. Это просто не то, что там это есть. Это не воспринимается как какая-то негативная информация даже. Просто есть, да. Ну, для тех, кто в это верит. Верить же во все можно. Я продолжу околопозвоночные вопросы. Что такое миофасциальный синдром? Ну, это, как понимается, болевой синдром. Мио – это мышца, фасция – это пакетик, в котором мышца сама и находится. Вот какой-то там болевой синдром, завязанный на мышцу или на ее фасцию. Вот и все. То есть, когда так люди говорят или пишут об этом, они не понимают, что они пишут. Потому что непонятно, чего проблема больше – мышечного волокна брюшка или фасциального футляра. А это прям есть конкретные состояния. Есть фасциальное укорочение, когда вот вы когда мясо режете, вы видите пленочку такую. Желтенькая, беленькая. Вот это фасция. И в каждой фасции есть свой пакет мышцы. Вот каждая фасция склеена с другой фасцией. Вот это они все вот таким порождают пучки мышц. Если сделать поперечный срез там голени или бедра, ну, человека, естественно, там можно увидеть много-много таких пучков. Все мышцы скользят относительно в своем кармане, в мышечном фасциальном футляре. И когда что-то там происходит, допустим, укорачивается фасция, мышца не может двигаться нормально, и она становится жесткой и болезненной. Что делают? Ну, ее разминают. Но кинезиологи занимаются не этим разминанием, а выясняют, почему она укоротилась. И ищут по мышечным фасциальным цепям, которые начинаются на руках с пальчиков рук и с пальчиков ног и идут через все тело. Вот по этой цепи все давно уже прописано, все эти таблицы есть, все. То есть, если эта мышца болит, смотрим эту цепь. В этой цепи смотрим действительно пораженный регион. Допустим, болит икроножная мышца. Проблема может быть на лбу. Шрам на лбу может дать боль в ноге. Почему? Потому что мышца, поднимающая бровь, сморщивающая лоб, она идет вниз через фасциальный шлем. По задней поверхности ноги приходит мышцы стопы. И поэтому при невозможности морщить лоб хорошо, у нас будет поражаться вся линия по данной ноге. Соответственно, любая мышца, которая максимально нагружена, это икроножная, потому что мы ходим, она будет болеть. Будет синдром миофасциальный. И роллами его не раскатаешь. Ну, раскатаешь, он завтра снова появится. И нужно искать глубже. Стресс в первую очередь. Да, может быть. Но нужно смотреть на человека, на его стрессоустойчивость. Нужно с ним беседовать. Если брать беседу, психологию, то мне больше импонирует режим выбросить за борт, и он должен научиться плавать сам. Но он ко мне должен прийти и согласиться на этот эксперимент. Тогда мы делаем один сеанс, у него все проходит, мы больше не встречаемся. Если там, давайте там я вас поглажу, ничего, все пройдет когда-нибудь. Я тебе помогу, ходи ко мне 10, 15, 20 раз. Я в это не играю. Я, когда делал массаж, у меня была как раз вот эта основная работа. Человек ходил раз в неделю, годами, десятилетиями ходил. То есть у меня есть клиенты, которые вот ходили ко мне 12-15 лет. Раз в неделю. Приходят, как вот
И в какой-то момент я понял, что же это такое? То есть я плохой массажист, получается, раз они разваливаются за неделю, не успевают продержаться. А с другой стороны, мне говорят, ты что, дурак, что ли? Ты как раз деньги зарабатываешь. Тебе вот, нам бы таких клиентов, которые к нам ходили, мы приходили бы, полуздоровых людей помяли, не напрягаясь, и получили бы деньги. Я говорю, ну это стало скучно, это потому что это неправильно. И я поэтому шел в кинезиологию из массажа, резко вот так. И поэтому так вот нужно смотреть с точки зрения мышц. Есть всегда причина мышцы, чтобы она болела. Модное тейпирование при травмах, растяжениях. Это вообще работает на самом деле? Да, конечно, работает. Но нужно понимать очень хорошо, что чем больше тейпа на теле, тем больше проблем будет у человека еще увеличиваться. Потому что система тейпирования, она создает имитацию здоровой кожи. То есть, когда тейпируется, когда кожа не двигается. То есть, как раз фасциальные слои кожные, они не двигаются. Они как бы заклеены. Тейп накладывается таким образом, чтобы смещение ткани было равномерно во все стороны. И минимальное количество тейпа создает имитацию здоровой кожи. Соответственно, под этим пространством внутри мышцы, фасции, кости, нервы, суставы начинают также двигаться. То есть уходит просто отек. И все. Здесь важный момент, когда его снимать. Некоторые клеят и ходят, пока не посинеет. Здесь нужно именно важно чувствовать. И кинезиолог, он тестирует, когда наклеивает, сколько дней носить. И поэтому можно несколько часов носить, и будет уже плохо. Сначала будет резко хорошо, потом резко плохо. И поэтому нужно дать человеку инструкцию, как почувствовать, что нужно снимать. Или вернуться опять же на прием. Или позвонить. То есть это очень серьезная вещь на самом деле. Это все равно, что пришел в аптеку и сказал, дайте мне, пожалуйста, там таблетку от чего-то, у меня там что-то болит в животе, не знаю. Тебе дали и сказали, ну ты смотри, если что, 0,3 набирай. Примерно так это будет выглядеть. Должно быть контрольное, то есть такой прием. Когда вы купили книжку по тейпированию или скачали сайт, или кучу картинок накачали, я вам сочувствую, потому что вы себя обклеите, это просто будет неверно. Никогда не делайте самотейпирование, потому как это очень серьезная вещь. Натяжение ленты, то есть вы же не видите, как лента была наклеена. Она просто наклеена на тело, на картинке. С какой стороны ее клеили, с каким натяжением ее клеили. Часто авторы это не описывают. Это серьезное лечебное мероприятие. Но оно эффективное, если брать по лечению, оно как компенсация подвижности дает. Иногда лечит, в очень редких случаях. Но когда ко мне приходит, это уже не лечит. Потому что люди приходят, все уже не ходит, нога кривая, там рука не поднимается уже 2 месяца. То, что они проходят весь круг медицинской помощи, она, естественно, не помогает. Мое мнение по медицине, которая сейчас есть, она медицина катастроф хороша. То есть оторвал тебе ногу, они тебе пришьют. Все. Но как ты ей будешь двигать? Дальше идешь, ищешь реабилитолога сам. Реабилитологов у нас нигде не учат. Но в том плане, в котором он должен быть. На моем плане реабилитолог это кинезиолог прежде всего. У него должны быть все средства. То есть должен быть курс какой-то реабилитации, где ты будешь понимать кинезиологические процессы в теле, биомеханику, биохимию, акупунктуру, тейпирование, гомеопатию. То есть ты должен всю вот это вот... Человек же болеет не только мышцами, но и химическими процессами. То есть это нужно все учитывать. И если это человеку не давать, а давать только то, что ты умеешь, это часть работы. Поэтому, как мы говорили раньше, будет откат. И поэтому при тейпировании может быть откат. Тейп снял, все развалилось. Как вы относитесь, можно сказать, новым направлениям, где жестко вправляют и часто используют молоток для этого? Сейчас просто везде это видео, это стало доступно, и люди часто смотрят и обращают на это внимание. Ну как, я просто смотрю, это клуб садо-мазо. Вот так вот. Одни хотят сделать больно, другие хотят, чтобы им сделали больно. Эти люди нездоровы психически, ни те, ни другие. Одни не боятся это на видео снимать, себя показывать, потому что это, в принципе, это я вообще не знаю, это нарушение всех вообще нормальных, скажем так, алгоритмов вообще, в принципе, оказания помощи. А другие не боятся над собой ставить эксперименты, когда у них реально молотком для кафельной плитки вколачивают деревянный колышек в позвонки.
На каком основании, под каким углом он это делает, с каким усилием, никому не известно. Мы только видим вот эти Причем часто это делается прям вот человек пришел, положили и начинает работать. Да. Даже мышцы не разминали. А зачем разминать? У них работа ничего не делать, то есть поколотить и все. То есть, причем парни молодые. У нас даже, вот, опять же, в Самаре, у нас тут есть один человек, представитель той школы, который вот это вот у него, я наблюдал, в Инстаграме есть страничка, где у него фотография инструментов для работы. Я смотрю, то есть вот слесарь, плотник там. Не боится парень бить по позвонкам, не боится. То есть там нет тестирования, а будет что, если я стукну в эту сторону. А будет что, если я надавлю в эту сторону. Не будет ничего. Просто как ему нравится. А ему, может, он сам кривой. У него вот на одну сторону будет всех косить. Он думает, что это прямо, а это на самом деле криво. Это вообще просто бред. Но почему это сейчас есть? Потому что людям надо что-то новенькое. Они хотят почувствовать боль. Через боль возможно страдания. И через страдания они очищаются. Это их философия. Человек здравый на эти процедуры никогда не пойдет. Поэтому это как бы происходит система самоуничтожения. То есть те люди, которые должны получить травму и не ходить, они ее получат. Потому что они это хотят. Они хотят из состояния «я не хожу, потому что болит», «я не хожу, потому что меня стукнули». Примерно так. Как вы бы порекомендовали восстанавливаться после ковид? Физическая нагрузка, больше свежего воздуха, я думаю, баня в легком формате с ингаляцией. То есть там не просто баня, а там должны быть ингаляции трав, как минимум эвкалипт, все, что можно купить. Если там заварить, запарить какие-то травы для грудных проблем. Ковид – это прежде всего иммунный ответ на раздражение, которое в виде вируса попадает. Ковид – это то же самое, по сути, грипп, который резко развивается, быстро. То есть молниеносно уносит какие-то пневмонии. Поэтому нужно медленно восстанавливаться, не спеша никуда. Даже знаете как, если была бы возможность, я бы на уровне правительства людям прям на 2 недельки на море. То есть или в горы. То есть есть 2 варианта людей, которых восстанавливает или горный озон, или морской. То есть нужно посмотреть. Каждый знает, где ему легче. В горах или на море дышится. Вот туда езжайте. Кисловодск. Там, я не знаю, там, к примеру, погулять по этим тропам, по этим трекам. Нет, достаточно Пятигорск. Пятигорск, Офь-Тойф-то, допустим, походить, подышать там на Машук, слазить еще куда-то, это будет максимально достаточно. Или там в Домбай. Или наоборот на море походить, попинать песок, но море холодное. Но кому что настраивать? То есть определенные О3, эти не О2, кислород как раз, атомы летающие, они помогают восстанавливаться. Просто так тяжело, тогда должен быть что-то максимально переключающее тебя от лежания дома. Потому что ты лежишь, кашляешь, там, туда-сюда, Какое-то питание, да все, что обычно. Проблема не в этом. Проблема, еще раз говорю, инфицирование – это в иммунном ответе. То есть, почему люди умирают? У них избыточный иммунный ответ. Они сами себя убивают, получается так. Любая опухолевая проблема – это избыточный иммунный ответ. Рак – это избыточный иммунный ответ. То есть, человек сам с собой воюет. То есть, допустим, иммунка вспыхнула, победила и отошла. Нет, она продолжает цитокиновый штурм, и все заклеивается, легких нет. Тогда все. Но человек сам себя, получается, не принимает. Это проблема принятия. Вирус, он всех косит, но каждый по-разному болеет. Нужно принимать все, что есть вокруг, тогда у тебя будет нормальный иммунный ответ. То есть, опять же, мы пришли к психосоматике. Секрет здоровья от Сергея Вишневского. Секрет. Нужно понять сначала, что вы хотите. Вообще понять. То есть человек должен осознанно, абсолютно понимать, когда он утром открывает глаза, понимает, что он пришел в этот мир, опять в который раз, он должен понимать, зачем он это сделал. И задать себе вопрос, найти на него ответ. Это происходит автоматически, как включение какого-то механизма считывания загрузкой программы. Эта загрузка программы, она как раз вам говорит: чувак, ты здесь,
ты для этого здесь. Ну все, я понял. Ты встаешь, идешь, делаешь свои дела. Если вы с утра открыли глаза, ничего этого не чувствуете, вы не понимаете, зачем это сделали, нужно задуматься. То есть нужно тогда найти какую-то себе причину сегодня пожить. Например, ребенку сделать завтрак в школу. Значит, нужно вам встать, сделать завтрак, разбудить, там, не знаю, отправить. И ради этого нужно сегодня жить. Потом у вас появляется желание, нужно встретиться в школе, допустим, не знаю, выгулить собаку. И вот эти маленькие задания, которые вас двигают вперед до вечера дожить, чтобы снова уснуть, они вам формируют зачем. Тогда на следующий день у вас, у меня же там это, все, и все пошло. То есть сначала должно быть «я хочу». А потом второе должно быть «зачем вы это хотите?». Вам же есть такое слово «надо», «должны». Вот я не принимаю слово «должен» или «надо». Есть «я хочу» и есть «мне не надо». Вот мне не надо и все. Вот я не буду это хотеть, потому что мне это не надо. Как это определить? Да очень просто. Себя просто спросите, оно вам надо вообще? Нет. И поэтому надо или не надо, хочу или не хочу, это вопрос любви. Любовь – это когда ты отдаешь, как я считаю, да? И ничего взамен не просишь. Ни стакан воды, там, ни денег. Просто отдал, радуешься, что человек взял. Он тебе не сказал спасибо, но ты чувствуешь вот этот ответ. Допустим, подростки, они часто вот такие, бу-бу-бу, ходят такие, период такой, становления, грубовато. И что? Это же пройдет. Ты его любишь, и ты ему отдаешь. И поэтому не надо ждать там вот осознанности такой. Да, спасибо, мама, ты была очень там прекрасна, я сыт, одет, обут, спасибо тебе. Вот это вот не надо из детей вытягивать, допустим. Или там из мужа, из жены. Любовь – это ты отдаешь как бы в бездонную бочку. И если ты принимаешь вот это понятие, то ты будешь счастлив, не будешь в принципе болеть. То есть что тебе болеть? Ты всегда всех любишь. То же самое ковид. Ты любишь за то, что он тебе дал это. Научил тебя видеть настоящее, вот эту иллюзию убрал. И у тебя есть желание хотеть. И вот это вот личностное «я» плюс «я люблю», оно дает тебе все остальное, все, что у тебя может быть. Ты можешь быть богатым, здоровым, успешным. Но ты должен сначала понять, зачем ты открыл глаза. Открываешь за счет любви. Ты любишь жизнь, и она тебе открывает глаза, и ты видишь, что ты хочешь. Потому что у тебя есть огромный такой мир, который тебя любит. И как его там, где его взять, этот мир? Да это воздух. Воздух не видим, но сейчас его выкачай из помещения, и все помрут. Так вот она и есть любовь. И пока на этой планете ты можешь любовью пользоваться этой планетой, дышать этим воздухом, будь благодарен ей. Люби все, что здесь появляется также, кроме воздуха. И грибы, и червяки, и смерть, и любовь. Примерно так. Блиц-опрос – это наш стандартный. Давай. Блиц. Не обязательно коротко, это как вам удобно. Что такое душа? Душа. Душа, попробую так сказать, это твое внутреннее «я», которое тебе шепчет. Там говорит, как бабушка, моя внутренняя бабушка говорит, не делай этого. Это твоя душа говорит тебе, не делай этого, не ходи туда. Это твоя интуиция, которая общается рука в руку с пространством. То есть твоя душа – это информационное поле, живущее в этой телесной оболочке. Поймите, что в том, в чем вы живете, это ваше определенное испытание. И поэтому кому-то там достается красивое тело, допустим, какое ему совпадает по запросам, другому нет. А душа, она совершенно иная. И душа – это как раз кусочек энергии, который может оживить любое физическое тело, попадая в него. Плод. Он может вызреть у мамы, выйти и умереть. То есть ничего не подселяется туда. А в другом он уже нашли там на помойке где-нибудь, он уже синий весь замерзший, а он раз и ожил. В нем образовалось, то есть он нужен. Душа в нем определенного формата. Она сильная или она позитивная. То есть на этой планете, я думаю, выживает сильнейшая любящая душа.
И вот душа – это энергетическая субстанция, которая живет в физическом теле. И она хочет быть в нем, хочет нет. Поэтому, когда мы видим, допустим, человека с психическими расстройствами, мы видим, в нем нет ничего. Он пустой. В нем какие-то одни рефлексы работают. Какая-то автоматическая программа мозга. Вот этих нейронов. Души там нет. Или когда он совершает какое-то злобное... Вот фашисты, да? Как нам их показывают. Ну или любое направление этого вот садизма. Вот это не душа. Это также рефлекторная часть. Душа, она не хочет убивать. Она хочет созидать. В этот момент она у них улетела. Поэтому, ну, это просто тела таких ходят, говорят, вот так вот. Душа, она всегда есть. И знаете, когда у человека есть она, и она у него прокачанная по всем понятиям, то есть она у него осознанная, им принятая, главное, им принятая. Потому что мозг говорит, я эту душу не принимаю, она мне не нравится. То есть начинает с ней торговаться. Ну, тогда он лишается разума человека. Он просто раз, там, 50 лет и ку-ку. И когда он себя принимает, он, проходя мимо него, ты чувствуешь его много. Ну, как бы тебя цепляет, ты оборачиваешь, смотришь, как бы, ну, кто-то там стоит. И почему-то он заставляет тебя обернуться, потому что он тебя толкнул вот этим своим пространством. То есть его душа, она выходит вовне, и ее очень много, ему не жалко. И опять же, она никак не соответствует так, как человек выглядит. Там урод, он красив, он, то есть с искажениями там. Вот возьмите Ника Вуйчича, который без рук, без ног, без рук делает отличный фокус. То есть он на своих выступлениях, он специально падает, а потом один вскарабкивается с одной своей маленькой левой ластой, встает. Все как, там кидается он помочь, он говорит, не трогайте меня, я сам. И вот смотрите, видите, я встал, сел, а вы с руками, с ногами. Вы что же? Вы-то сейчас все можете, я не могу, я никогда не могу себя потрогать. Меня всю жизнь кто-то обслуживает. Вы представляете, а вы вот все это у вас есть, и вы еще болеете. У вас хватает на это совести так себя вести. И вот его душа это максимальная. Вы посмотрите видео, где он маленький был, на скейте катался. Его родители скотчем приматывали к скейту, и он своей этой вот культей отталкивался и катался по квартире. Посмотрите, за такими людьми наблюдайте. Есть ли Бог, и кто это или что это? Ну да, Бог есть, это пространство, благодаря которому мы находимся в состоянии, наверное, жизни, так вот скажем. То есть мы имеем возможность жить. Бог это определенная закономерность. Свод законов. И вот сюда же попадается система бумеранга. Как ты, так и тебе. Рано или поздно веревочки не виться, она найдет свое окончание. То есть это все про Бога. Это Бог. То есть Бог это закон. Если ты идешь против этого закона на этой планете, то ты получишь за это по голове. Или куда-нибудь еще. Или ты не получишь, но ты увидишь, как ты будешь страдать. Через детей, через родных. Обязательно ты получишь. Поэтому давайте отомстим этим фашистам еще. Ребята, там все видит, там все будет. Не надо на себя брать функцию Бога и ходить мстить. Вот убивать, да, вот как вот. Ты судья, если ты будешь судьей, то будешь судим. С тобой также разберется кто-нибудь другой. Поэтому есть внешнее проявление Бога. Это то, что мы все пока еще не сошли с орбиты и летим вот туда, куда надо. В осень сейчас летим, потом будет зима, весна, лето. Это Бог. А если мы хотим поиграть в Бога сами, то это плохо закончится. Есть ли жизнь после смерти и какая она? Ну, жизнь, она вообще не заканчивается, я думаю. Я думаю, там очень много работы. Вот все мы думаем, вот помру, отдохну, тут я тут пашу. Не, ребят, там, я думаю, еще больше пахать придется. Есть такая теория, она мне импонирует. То есть мы, умирая, попадаем в определенное пространство, где определенное количество людей уже там тоже таких же души летают, да? И вот там определенная оценка происходит. То есть ты все выполнил, все отработал. Если все хорошо, очевидно, ты больше не возвращаешься сюда. И иначе потом опять ты возвращаешься. Но ты возвращаешься не в чистом виде, как ты был. А берется ковшик. Из этого океана душ вот так вот
случайным образом раз, часть тебя, часть соседа, часть фашиста, часть, не знаю, еще кого-то, кошки, собаки, и тебя опять туда. И ты снова должен свою миссию выполнить. То есть то, что ты вот хочешь сделать, поэтому я говорю, что счастливый человек тот, который будет делать то, что он хочет на этой земле. Так, как хочет. Не вопреки себе, а во благо себе. То есть полюбить нужно себя прежде всего. И тогда ты поймешь, что такое любовь к ближнему. А не то, что ты должен любить меня, потому что я твой родитель. Блин, ты мне не нравишься, родитель. Ты бухарик там, или алкоголик там, или ты убийца. Что я тебя должен любить? Меня учат там вот любить правильных там. Поэтому это все вот должно быть осознанностью. Некоторые люди автоматически жизнь проживают, как по инструкции. С 9 до 6, там, в пятницу без 15,5, 2 выходных и умирают, как солдаты. Они счастливы, потому что у них вот эта схема восприятия. Она узка, но она четкая вообще. Они счастливы. Нельзя их судить. Можно у них получиться, как они четко исследуют. Блин, они прям не болеют, они там все хорошо себя чувствуют. Много лет живут, но они не знают, что такое любовь. Но, как нам кажется, они знают. Потому что с их точки зрения вы идиоты, вы их не слушаете. Они вот там молодцы. А мы любим какие-то вот эти вот рваные такие состояния, где нас плющит, где мы в каких-то медитациях раскрываемся. Они говорят, что, ребята, медитация, да о чем? Вот все, в 9 часов телевизора спать. То есть, понимаете, все очень просто. У них своя медитация. Поэтому Бог – это состояние баланса. Вот когда ты баланс поймал своей души с Богом, ты будешь счастлив. И тогда ты как раз вернуться к моему сказанному, ты утром поймешь, чего ты хочешь, и поймешь, что любить это классно просто. Вот просто вот отдаешь, и забирайте еще. Вы ответили сразу на 2 вопроса из Блица. Что такое любовь и рецепт счастья. Поэтому остался один. В чем смысл жизни? Смысл жизни? Ну, быть счастливым, я думаю. То есть радоваться всему, каждому мгновению. То есть не то, что жить, родить, создать, там, не знаю, обладать. Нет. Я считаю, в балансе находиться с собой. Вот быть счастливым в любой момент времени, в любом месте на этой планете, и не только на этой планете, в принципе. То есть, когда ты сам с собой в балансе, вот смысл твоей жизни. То есть, ты должен, как я понимаю, разбалансированного своего прошлого сбалансировать в настоящем. И убрать всю эту шушуру, эту шелуху из себя. И оставаться вот именно счастливым, сбалансированным человеком. В этом смысл. Ты можешь быть богатым при этом, можешь быть бедным, неважно. Можешь спать в картонной коробке, бананы есть на завтрак. Ну, я про Индию, допустим, говорю. Можешь там, как бороздить океаны, там, не знаю. Но счастье, я вам еще раз говорю, оно внутри. Ты можешь быть механически, вот, как бы весь такой упакованный, но там пусто. А может быть, там все есть. Вот мне очень интересен, допустим, Джеймс Кэмерон. Когда он снимает фильм раз в 10 лет. Он снимает такой, что он потом становится стандартом для всего остального. И вот интересно, что он нам выдаст в этот раз, еще раз. Так вот он, допустим, если историю про Марианский желоб, он туда спускался на аппарате, который заказал изготовить для туда его погружения. Он там лично сам был на этой глубине 11 километров. Вот такой он ненормальный. Вот он счастливый. То есть, ну вот, там, не знаю, Макс там, Илон Маск послал там ракету. То есть он доказал всему миру, что может быть предпринимателем и быть ракетостроением. То есть, ну и что? Вот, а погрузиться в Марианский желоб на аппарате, который там для исследований, для того, чтобы создать новый фильм. Вы представляете? Это вот счастье. То есть делать то, что тебе нравится. Я думаю, в этом счастье. Что бы вы пожелали нашим зрителям? Что вам пожелать? Я пожелаю вам, прежде всего, любви. Полюбите сначала себя. Полюбите свое тело, свои руки, ноги, кожу, взгляд, свое асимметричное лицо, свое нелюбимое, там, не знаю, походку. Вот полюбите себя. После этого у вас даже маленький кусочек любви появится, у вас появится любовь к ближнему. Вы полюбите своего соседа, которого вы терпеть не можете, потому что он курит у вас на балконе.
Вы полюбите сварливую какую-нибудь бабусю на первом этаже, кассиршу, которая вас все время там плохо обслуживает. Вы поймете, что у нее тоже есть часть ее любовь. И здесь вот это состояние, оно дает энергетический мощнейший приток. То есть, когда вы себя как личность растворяете в пространстве и себе не выделяете главное место. Вот я там, вот он я. Да нет, никто. Вы пыль, вы даже пыли вы не называетесь. Вы никто. Вы часть пространства, и нужно за это говорить спасибо, что вы еще можете дышать, сидеть, смотреть. И вот, когда вы осознаете, что вы есть часть всего закона, вы поймете, что это прекрасно быть частью большой команды. И дышать, и быть на земле, и любить. Поэтому, как я и говорил, полюбите себя, вы поймете, что вы хотите, и тогда вы будете просто здоровы и счастливы.